Дорогие друзья, всем доброй ночи. Время от времени я снимаю определенные ролики, обновляю, что-то новое подкрепляю в вашей памяти, как любой учитель закреплял материал для того, чтобы лучше усвоили дети. Дело в том, что мои беседы, разговоры с вами, они полезны не только простому человеку, или не только практику, да, смотря какой направленности эти беседы ведутся. Ну и всем подряд, скажем так. Не помешает лишний раз освежить в памяти определенные истины, которые рядом с нами находятся, но которые мы мало уделяем внимания. Для начала хочу извиниться перед вами за то, что потеряла столько дней на вот эту всю катавасию, на всю эту ерунду, которая не стоит и гроша ломаного. Но вы поймите меня, что не потому, что я должна спасти свое честное имя. Мое имя спасать нечего, незачем. Мое имя всегда в порядке и на высоте. Но когда ты молчишь, не даешь отпор вранью и всякому-всякому, да, действию, то это может не расцениваться нормальными людьми, но преподноситься теми людьми, которые пытаются что-то там, не знаю, какие-то потуги совершают, может это преподноситься как бы согласие с их мнением, что ли, трусость, не знаю. И для того, чтобы просто на будущее дать понять, что любое такое поползновение в мою сторону закончится для них провалом и очень плохо, конечно, приходится ставить их на место. Я понимаю, что они отвлекают меня от дел, я понимаю, что я в это время могла бы подарить вам больше ритуалов. Я, кстати, работаю над очередной книгой. Но, друзья мои, иногда нужно это делать. Иногда надо и хамкой стать, иногда надо и жестокой быть. По-другому нельзя выжить в этом мире, невозможно. В мире, где законы джунглей, да, сильнейший побеждает. Ну, в джунглях есть еще и много шакалов, которые питаются падалью, которые напридумывают на тебя всякие истории. Кем я уже не была, и детей продавала, и почки продавала, и, я не знаю, и курящие, и пьющие. Ну да ладно, не будем об этом. Но мне нужно иногда быть той самой амазонкой, которая защищает себя и то ремесло, которому принадлежит. Поэтому время от времени, когда у меня начинается период вампиризма, когда я свирепею и начинаю жрать всех подряд, тех, которые попадаются мне на пути, да, мешают мне идти вперед, не удивляйтесь. Вы видите меня в разных ипостасиях, как и я вижу богинь в разных ипостасиях и рассказываю о них вам. На моем канале и на том канале, который слили, к сожалению, сейчас сохранились все эти видеоролики. Молодой человек сохранил, Сергей, я ему очень благодарна. Если он меня слышит, пусть он напишет, пожалуйста, мне на почту. Я его потеряла, мне нужно ему кое-что сообщить. Так вот, хроника ведьминой избы, там сохранены все мои те видеоролики, которые были, да, они вам полезны, можете их посмотреть. За это время, за год, как я активизировалась на канале, меня Ольга иногда ругает, мой близкий друг. Она говорит, что я слишком много говорю о себе и рассказываю, слишком откровенно, слишком многим делюсь, поэтому лишний раз приходится отбиваться от вот этих шакалих стай. А я говорю ей, что я не могу по-другому. Я человек открытый, откровенный, и я порядочный человек. И я хочу, чтобы люди знали о моей жизни, чтобы знали, какой бывает жизнь людей, которые хотят колдовать. Я пыталась за это время остановить многих людей, которые
лезли в эти дебри и могли загубить себе жизнь. Друзья мои, я хочу вам объяснить, что это очень нелегкая судьба. Если вы со стороны наблюдаете, да, сколько бывает вот этих нападений и отбоев, сколько бывает этих атак и отражений, вы, наверное, понимаете, насколько наша жизнь нелегкая. При всем этом ваша Инга должна успеть издать книги, должна успеть заниматься людьми, отвечать на звонки, отвечать на WhatsApp, работать, делать дела, за которые уже взялась, да? Она должна бороться с ложью, оскорблениями и грязью, которая льется. Потому что это не критика, когда говорят о том, что у тебя там хромой ребенок, и ты его бросила в детдоме, это уже не критика, это откровенная ложь, вранье и грязь, пытаясь тебя задеть и оскорбить. Согласны со мной? Но я загрузила на некоторое время ролики, потом удалила. Почему? Потому что я считаю, что фото, то есть видеосъемки моей семьи касаются только меня и моих близких друзей. Но я просто хотела загрузить на некоторое время по просьбе своего ребенка. Я вам хочу сказать большое спасибо, ему было очень приятно. Он сказал: мам, ты зря удалила, потому что мне там написали, что я красивая и так далее, ему понравилось. Но пока он не понимает, насколько мир подлый, и поэтому ему кажется, как ребенку, да, с призмы своего детского сознания, ему приятно внимание. И он пока не осознает, что за внимание, за то, что ты не такой, как все, приходится платить большую цену. Агрессию у людей вызывает любой человек, который отличается от толпы. Агрессию может вызвать человек, который ходит с крестом, да, в обществе, где не христиане. Может вызвать агрессию, могут напасть и избить его. Агрессию может вызвать женщина, скажем, в паранже, в хиджабе той же, которая идет по улице, где основное количество общества не мусульмане. Она вызывает агрессию, агрессивные взгляды, потому что она выделяется из толпы. Человеческая психика так устроена, что любое отличающееся от нас особь вызывает у нас агрессию. И вызывает у нас зависть. Ну, не у всех, конечно, но основное количество населения, оно от зависти не застраховано. Человек, который может свою зависть перебороть и переключить на то, чтобы самому чего-то достичь, это человек счастливый. Значит, он может контролировать свои страсти, потому что это очень страшно, когда страсти контролируют тебя, согласитесь? И мы видели таких людей, когда вот ты делишься с человеком успехом, радостью, вот наблюдая за его первой реакцией. Первую реакцию не могут скрыть даже очень опытные психологи. Вот первая реакция, если у него в глазах вот появился такой злобный блеск, хоть он и улыбнулся через силу, он недоволен, он не рад. И этот человек тебе обязательно когда-нибудь сделает очень много гадостей. Если вы интересовались, да, магией, мистикой, читали, изучали, смотрели фильмы, то вы, наверное, поняли такой определенный собирательный образ ведьмы. Они жили обособленно, они жили на краю села, или если в городах жили отдельно от всех, мало с кем общались. К ним ходили через знакомых, узнавая и так далее. Получая свое, люди забывали это добро, люди делали вид, что ее не знают, могли и камнями закидать при случае, для того, чтобы не отстать от толпы и чтобы не показать симпатию к ней. Хотя ни одну ведьму еще не закидали, не убили и не навредили ей. Почему? Потому что ведьма под защитой этих сил. Я сейчас начну и расскажу вам немножко о сути вообще ведовства. Недавно услышала такие слова: ведьмачество, ведьмачатина, человечащие законы. Это ужасает, когда какие-то, знаете, вот моральные уроды, выскочки, непонятно откуда, прочитают пару книг и начинают анализировать жизнь ведьм, какими они должны быть. Ведовство.
нужно настолько уважать эту силу. Мне как-то одна написала: вы можете научить меня ЧМ? Я говорю: извините, пардон. Ну, черной магии. Я говорю: вы знаете, уважаемые, вы даже слово, то есть вы даже название магии, звание магии, значит, искажаете, втаптываете в грязь. ЧМ, что это такое? Человек, который говорит словами ништячный, ведьмачество, ясновидка и так далее. Это человек настолько не понимает, с какой силой имеет тело, и говорить о том, что он уважает эту силу и что-то умеет, друзья мои, это трепетно. Это силы, которые наши духовные родители, это силы, которые нас оберегают, помогают от множества бед. Слышала такую абсурдную ерунду. Вот она была ведьмой когда-то, но сейчас уже не ведьма. Может, она когда-то была ведьмой. Вы знаете, силы не какие-нибудь сборища дураков, чтобы давать силу, отнимать силу. Они прекрасно знают, кому дают эту силу и ведут по жизни. Для того, чтобы из одной женщины или мужчины, да, сотворить ведьму либо ведьмака, у сил уходит много лет. Закаляя этого человека, воспитывая, показывая, обучая, ведя вперед и так далее. И вы представляете, когда они довели до пика мастерства, они решили, что передумали, теперь она не ведьма уже. Это абсурдно и глупо, потому что каждая ведьма до конца своей жизни, она ведьма. Да, может быть, с ободком, с ушками не ходит на кладбище, как некоторые клоуны, да, безродные. Вот сказал мне один мой друг: безродные, вот это действительно так, отщепенцы, которые очень сильно хотят сюда. Когда мы говорим о том, что от ведьмы наш род защищает нас, мы забываем об одной истине. Ведьмы служат богам. Они поклоняются богам. И для богов нет никакой трудности разрушить любой род. И тот род, который чувствует, что из одного отщепенца распадается род, потому что они трогают, да, запретные, род может его выкинуть. Вот отсюда слово «выродок», который выкинул род от себя. У меня есть такое видео, называется «Проклятые родом». Откройте, посмотрите, весьма интересно, чтобы вы поняли суть, кто эти люди. Я говорила о том, что двурушничество вообще несуществующая вещь. Это придуманное. Человек, который говорит, что он занимается двурушничеством, либо не совсем понимает суть магии, либо просто маскирует себя. Нет двурушничества. Невозможно служить и темной силе, и другой стороне хаоса. Хотя и тот взаимодействуют. Они друг с другом всегда, и они друг без друга, не могут существовать. Это нормальная вещь. Это суть мироздания, это закон. Ведьма рождается весьма странным ребенком. Знаете, почему вот эта агрессия в нашу сторону идет? Я сейчас вам объясню. Дело в том, что когда мы маленькие, да, подростки, то нас пугаются, и мы пугаем их, потому что мы чувствуем свое превосходство. Мы понимаем, что мы можем кого-то вызвать. Я, например, какого-то там гнома вызывала или какого-то духа, домового, кого я только не вызывала, чего только не было, как я только не пугала своих одноклассниц, когда двери с скрипом открывались. И вот это наша агрессия, видимо, проявленная к детям в детстве, возвращается во взрослой жизни нам. То есть нас закаляет таким образом, кидает в агрессивную среду, чтобы мы могли выжить. До 40 лет жизнь ведьмы – это испытание. 40 лет – это определенный рубеж вообще в жизни человека в том числе. Я уже говорила, что для Вселенной нет понятия ненависть, зло. У Вселенной нет такого понятия. Это у людей оно есть. А Вселенная, если забирает человеческую жизнь, забирает, потому что человек мучается.
И Вселенная понимает, что жизнь не приносит этому человеку радости. Ему вроде дали жить, да, отправили в этот мир, но не дается ему, вот ни в какую не может он устроиться здесь, в этом мире. Он чужак, он не хочет здесь быть. И для того, чтобы не мучить дальше эту душу, его забирают. Вот и все. И это не со зла, не потому что они его ненавидят или любят, а потому что так принято, так надо делать. Надо забрать человека тогда, когда человек уже не в состоянии сопротивляться вот всем этим трудностям. Когда человек уже не может жить, уже не хочет жить, у него уже сил нету бороться, его забирают. И это вполне нормально. Бывает и случайные смерти. Случайные смерти тоже служат как какой-то закономерности Вселенной. У Вселенной и на это есть свои планы. Для чего-то они освобождают это место, либо забирают молодым. Ну, например, мы Высоцкого не можем, да, не представляем беззубого, там, старого какого-то. Мы его будем помнить всегда красавцем молодым. Всех кумиров мы помним молодыми, красивыми, жизнерадостными, полными сил. И не помним их стариками. Хотя до старости доживают избранные люди. Не всем тоже дано дожить до старости. Хотя нам кажется, что все доживают до старости, почему тут стариками умирают. На самом деле 40-50% всего лишь доживают до старости. Остальные люди, как правило, уходят до 60 лет. Что означает суть ведьмы? Становление ведьмы. Об этом было сказано многое. Я думаю, что стоит освежить в памяти. Ведьма, она на всю жизнь остается ведьмой. Ее сила никуда не уходит. Все, что она делает, все, что она творит, это все под диктовку тех сил, которые ее ведут. Она сама по себе ничего не делает. Если что-то разрешается, значит, на то была воля богов. Ведьма помогает, вытаскивает из ада. Ведьма спасает судьбы. Но ведьма может и ломать судьбы. Ведьма может и крушить судьбы. С человеческой точки зрения это, конечно, страшно смотрится. С человеческой точки зрения это смотрится, может быть, где-то и аморально, может быть, где-то и непорядочно, бесчеловечно. Но давайте посмотрим на мир глазами ведьмы. Это женщина, которая одиночка по жизни. Она должна быть одна, потому что в ее роду, в ее среде нету такого же сильного человека, на которого можно положиться. Ее мужчины, ее дети, ее родители, ее семья, они все полагаются на нее. Она как берегиня рода, она очень сильная женщина. Есть много других сильных женщин, которые вовсе не ведьмы, но я об этом тоже рассказывала, да, если помните, говорила. Так вот, она должна быть сильной. Это человек, который пробивает себе дорогу сама. В современном мире, естественно, уже есть коммуникации, уже есть интернет. Если человек хочет самовыражаться, он уже может этим всем пользоваться. И ничего зазорного в этом нет, потому что если раньше оставляли тетради, сейчас оставляют книги после себя, сейчас оставляют наработки, сейчас оставляют много научного. Когда вы смотрите мой канал, вперемешку очень много ритуалов для денег. Я, кстати, объясню, как бы озвучу вопрос, опять же, почему столько ритуалов, зачем они нужны. Если мы делаем ритуалы, значит, мы и говорим о том, что мы слабые люди, ничего сами не можем достичь. Это, конечно, глупость. Дело в том, что ритуал не говорит о вашей слабости, наоборот, она говорит о вашей силе и готовности жить в гармонии с миром духов, с богами, с силами, которые вокруг вас. Если вы делаете ритуалы и ваша жизнь начинает меняться, значит, вы постепенно приучаете свою энергию, свои силы к удаче. Вы показываете Вселенной, что вы хотите хорошо жить. И я вас уверяю, что в течение года, когда вы будете постоянно делать эти ритуалы, то есть просить, прибегать к помощи этих сил, со временем вы почувствуете, что уже достаточно просто попросить, просто хотеть, и они вам дают.
Разве плохо жить в достатке и счастливым? Почему столько ритуалов, да, денежных? Объясняю. Потому что есть люди, у которых такая энергия, есть люди с тяжелой энергией, есть люди более легко поддающиеся всему этому. Когда много ритуалов, то есть шанс, что, например, из 20 ритуалов, которые для денег, там, скажем, 5-6 вам точно подойдут, да, и вы можете часто их делать. Я иногда даже говорила, что ритуалы себя могут исчерпать энергетически. Поэтому, когда вы чувствуете, этот ритуал уже перестает реагировать, оставьте, переходите на другой. Через некоторое время вернетесь к этому ритуалу. Как, например, мы сажаем, да, огород, устает часть земли, мы это оставили на время, перешли на другую часть. Через несколько лет мы возвращаемся снова в эту часть, а та часть земли отдыхает. Вот примерно точно так же и в этих случаях. Поэтому так много их. Потом я уже объясняла, достаток. Когда мы призываем силы судьбы и просим, они нам дают. Но мы не знаем, как правильно это делать. Так разве плохо, если человек, знающий, вам советует, вам помогает и говорит? И не забывайте, что мы ложим на плаху магии, на алтарь судьбы людей нашу жизнь, наше здоровье, нашу личную жизнь и многое другое. Я не знаю еще ни одну очень счастливую ведьму. Я не знаю ни одну ведьму, которая не болела бы, которая много раз не была бы под ножом хирурга. Почему? Потому что мы через себя пропускаем все ваши бедствия. Да, вопрос возникает. Можно ставить защиту, но это все глупости. Какую бы защиту ты ни ставила, в любом случае ты будешь принимать людей. Тебе не дадут умереть, но тебе дадут прочувствовать все болезни, боли людей для того, чтобы любой человек, который к тебе придет, ты уже знаешь, что с ним происходит. Ты это прошла. Неважно, в каком качестве там этот человек придет жаловаться на мужа тирана, ты знаешь это, прошла. Придет жаловаться на болезни, ты знаешь, это прошла. И многое другое. То есть нам дают пройти все. Понимаете, грош цена той ведьмы, которая ничего не проходила, все не прекрасно, отлично. Это не ведьма, никогда ей не была. Ведьмы не живут, скажем, в бедности, да, это тоже факт. Потому что всю жизнь к ним идут люди, всю жизнь благодарят, всю жизнь одаривают, понимаете? Кто-то торгует мехами, дарит, кто-то вот это хочет подарить и так далее. У ведьм нету отчаянного такого момента и страха оказаться без ничего, скажем, там, на произволе судьбы. Этого нет у ведьм, быть не может. Но за достаток, за спокойную уверенность в себе она платит много другим, о чем вам знать не стоит и не надо. Следующий момент. Вот эта часть, скажем, более светлая, да, более добрая часть магии, которым занимается ведьма. О порчах. С человеческой точки зрения, конечно, это смотрится очень страшно, аморально, ужасно, особенно когда порчи на детей, говорим мы. Ведьма никогда не делает. Если ведьма трогает детей, то у нее забирается сила. Позвольте спросить, дорогие друзья, а вы когда-нибудь изучали вообще историю и жизнь ведьм древности? Вы читали, что ведьма мстила целому селению, наводила засухи по 7-8 лет? И во время этой засухи умирало много людей. Вы думаете, в это время детей не умирало совсем? Мне кажется, дети самые незащищенные, правда? Так ведьма делает на детей или нет? Ведьму можно довести. И эмоции здесь ни при чем. Понимаете как? Если мы будем терпеть то, что нам говорят, делают, и проглатывать это все, то та сила, которая за нашей спиной, нас накажет. За что? За то, что мы не заступились за, знаете, честь мундира. Мы должны доказать, что эта сила настолько сильна, что любое посягательство будет очень жестоко отомщено. И когда говорят, что силы не любят тех, которые делают порчи, особенно на детей еще или на кого-то другого, мне вот просто хочется обхохотаться им в лицо. Потому что силы не то, что не любят это, силы нас специально ожесточают тем самым. Когда мы проявляем жалость, когда мы проявляем чрезмерную сострадательность, мы обязательно получаем
такое страшное в ответ, что силы нас как раз и учат, и закаляют таким методом. Не делать добра, не быть чрезмерно мягкими, добродушными нельзя. И когда говорят, что силы отворачиваются от ведьмы, которая делает порчи, мне хочется обхохотаться еще громче. Почему? Потому что силы наказывают ту ведьму, которая не мстит за поруганную честь магии. Очень сильно наказывают. Я, знаете, сколько раз в жизни было, когда я прощала, махнула рукой, думаю, ну живи ты, иди ты уже, и так ущербная. И потом у меня забирали очень много чего. И очень сильно я пострадала за то, что я позволила себе простить от имени сил магии, отпустить человека и не отомстить, не заставить его расплакаться за то, что она начала говорить всякие гадости. Когда тебе говорят, что ты никто и ноль и так далее, если ты это стерпишь, сила тебя накажет. Именно поэтому, дорогие друзья, сила не наказывает ведьму за порчу. Сила поощряет ведьму за порчу. Сила кидает ее в такие агрессивные дебри, чтобы она, хочешь не хочешь, сделала эту порчу. Вы думаете, нам очень нравится делать порчи? Следующий аспект. Можно ли показывать на камеру? Можно. Это желание каждого. Вы знаете, часто бывает, что я снимаю ритуал, например, потом хочу вам выложить, показать, смотрю, нету. Не снялось. Не захотели, запретили мне. Очень много раз было такое. И съемки. Фотографируешься, пустой, или там какие-то черные прям полоски идут, но просто закрывают все, ничего не понятно, что там. Не захотели, запретили. Если ведьма что-то делает, значит сила позволяет ей это делать. Не нужно это все утрировать и переворачивать с ног на голову, говоря о том, что если я ведьма, мне все можно. Нет. Было сказано следующее. Если ведьма это делает, значит сила это одобрила. Если бы сила не дала ей это одобрение, она бы не смогла это сделать. Тем более достичь в этом результата. Перед камерой сделаны. Ну, я хочу вам сказать, что мой аккаунт, мой канал, вообще-то это, можно сказать, учебное пособие для практиков. И показатель для некоторых людей, что я могу сделать, если меня достанут. И когда ты делаешь перед камерой, ты просто-напросто учишь своих учеников, как нужно работать. Ведьмы всегда уважают работу друг друга. Вы думаете, если человек приходит ко мне с порчей, я говорю, ой, как ей не стыдно, навела тебе порчу, сволочь такая. Нет, я говорю, отличная работа, очень сильно сделана. Надо попробовать снять, если я смогу, конечно. Вот я так говорю. С точки зрения человека, вы поймите, если кто-то вас изобьет на улице, и вы придете домой, конечно, все будут ахать-охать, и все его будут обсуждать, и я в том числе, и все будут правы. Но избиением навредить человека и порчи – это разные вещи. Чтобы навредить человеку порчи, надо быть профессионалом. И то, что снимается на камеру, естественно, потом переносится в естественную среду. Просто вначале вам показывается, как это делается. А потом это уже делается без камеры, без свидетелей. Вы же понимаете, любой нормальный человек это понимает, да? Что одну часть снимая на камеру, вторую часть ты обязательно переносишь уже в иное измерение. Поскольку заканчивается память, вторую часть сейчас я продолжу.